Всем привет! Хамон – это самая дорогая ветчина в мире, цена одной ноги может доходить до 12 тысяч долларов. Поэтому я потрачу целый год жизни для того, чтобы приготовить хамон у себя на чердаке. Проверим, имеет ли это смысл или дешевле просто купить в магазине. Первым делом отправляемся на рынок, так как приготовление домашнего хамона начинается с выбора свиной ноги. Я выбрал самую большую. Но это еще не все, так как в процессе приготовления нам понадобится свиное сало, мы купили кусочек. И самое интересное, нам запаковали здоровенную говяжью кость. Смотрите видео до конца для того, чтобы узнать ее предназначение. Забираем пакеты. И с тяжелыми покупками возвращаемся на кухню. Это стартовый набор продуктов, для того, чтобы все получилось, нужен еще целый мешок соли. И немного нитритной соли. Пока мы потратили $150. Сало и огромная кость понадобятся нам аж через целых 3 месяца, поэтому отправляем их в морозилку. Пришло время подготовить свиную ногу к засолке. Прохождению соли будет мешать вот эта толстая кожа, поэтому с основной части ноги ее нужно снять. Для этого делаем несколько надрезов. И с помощью пальцев отделяем кожу. Это очень просто. Готово. С этой стороны закончили, теперь переворачиваем ногу на вторую. Вооружаемся ножом и удаляем ненужную кость. Также зачищаем ногу от излишков жира. И в завершении подрезаем хамон, чтобы он был идеальной округлой формы. Все, мы подготовили ногу к засолке. Я решил ее взвесить, чтобы проверить, как будет меняться вес на каждом этапе приготовления хамона. Итак, вес в сыром виде 20 кг 300 грамм. Пора начинать засолку. Первый в ход идет нитритная соль. Ей мы посыпаем хамон со всех сторон и натираем. Нитритная соль убивает опасные бактерии и сохраняет красивый красный цвет мяса. Теперь нужен здоровенный ящик. Вскрываем мешок соли. Она морская и очень крупная, то что нужно. Первым делом нужно немного насыпать на дно ящика. Распределим рукой. Сверху на подушку из соли выкладываем хамон. Нужно проверить, чтобы снизу не было пустот, и соль везде контактировала с ногой. Сверху досыпаем остаток соли. Но одного мешка не хватило, поэтому я купил второй. Еще плюс $20. Досыпаем, чтобы хамон был покрыт солью с избытком. Накрываем крышкой. По центру обязательно должна оставаться горка соли, чтобы можно было поставить пресс. И выносим хамон на улицу. Сейчас здесь холодно, как в холодильнике, за время засолки он точно не испортится. Обязательно ставим гирю в качестве пресса. И оставляем в таком виде на 1 месяц. Прошло ровно 30 дней, можно возвращать хамон на кухню. Давайте его раскопаем и посмотрим, что изменилось. Избавляемся от лишней соли. И сразу видим, что из мяса вышла лишняя влага, и оно стало гораздо плотнее. Сейчас нужно смыть всю соль, поэтому переносим ногу в раковину.
И тщательно смываем каждую крупицу соли. Готово. Контрольное взвешивание. Обалдеть, соль вытянула из ноги целый литр жидкости. Теперь это не просто мясо, а просоленная основа для будущего хамона. Кстати, мы специально не вытирали остатки воды сухим полотенцем, потому что естественное высыхание дает корочку, которая сохраняет хамон. Для этапа сушки необходима толстая веревка. Вяжем из нее обычную петлю. Заводим ее на ногу и затягиваем сразу за копытом. Сейчас нужно перенести хамон в место, где он проведет следующие 11 месяцев. На чердак. Кстати, это не простой чердак, я специально оборудовал его под приготовление хамона. Итак, первым делом продеваем веревку в специальное кольцо под крышей и поднимаем хамон повыше. Закрепляем его на нужной высоте. А лишнюю веревку срезаем. Если все-таки оставить, то нога очень быстро испортится. Для хамона нужно создать особые условия. Итак, первое, что нужно, так это наличие активной вентиляции. Включаем ее. Далее я установил кондиционер для поддержания необходимой температуры. Выставляем самый холодный режим. Ну и последнее условие – это правильная влажность. Для этого необходим здоровенный увлажнитель воздуха. Для того, чтобы он заработал, включаем его в сеть. Достаем специальный контейнер и наполняем его водой. Возвращаем крышку и вставляем отсек с водой в увлажнитель. Можно его включать. И выставлять необходимый уровень влажности в помещении. Все, увлажнитель работает. Сейчас мы на этапе сушки. Нам нужно 16 градусов Цельсия и 50% влажности в помещении. После создания идеальных условий мы покидаем чердак и вернемся только через 60 дней. За 2 месяца на чердаке открытые участки мяса очень сильно высохли и стали очень твердыми. А нога начала приобретать аромат хамона, но пока еще очень слабый. Для того, чтобы остановить высыхание мяса, необходимо достать первый пакет из морозилки. А именно, нам нужно сало. С помощью ножа убираем кожицу. Чистый жир нарезаем на пластинки. Получившиеся пластинки нарезаем на брусочки, а уже их шинкуем кубиком. Нам нужна кастрюля. Сбрасываем в нее кубики сала. Ставим на плиту и выставляем нагрев ниже среднего. Сейчас наша задача вытопить из сала максимальное количество жира, периодически помешивая. Спустя полчаса все получилось. Можно снимать кастрюлю с плиты. Устанавливаем сито поверх сотейника и выливаем содержимое. Нужно отделить жареные кусочки сала от лишнего жира. Готово. Переливаем жидкий жир в банку.
Закрываем ее. И отправляем в холодильник. По итогу получаем смалец. Вот с ним мы возвращаемся на чердак. Вскрываем банку. И зачерпываем белоснежный мягкий жир. Его нужно нанести на открытые участки мяса, чтобы они больше не теряли влагу так быстро. Кстати, жир за это время тоже подсох и стал гораздо плотнее, а цвет изменился на слегка желтоватый. Перед тем как уйти, нужно поднять температуру на кондиционере. И выключаем вентиляцию, поток воздуха останется, но не будет таким быстрым. Также мы подняли влажность в помещении до 77%, а температуру до 17 градусов Цельсия. Именно в таких условиях хамон будет созревать следующие 7 месяцев. За время вызревания на хамоне появилась правильная плесень. Это показывает, что ферментация внутри прошла успешно. Также за это время жир распространился по мышцам и должен был сформировать тот незабываемый вкус. Чтобы визуально хамон выглядел привлекательнее, с помощью бумажного полотенца и оливкового масла я сотру плесень с поверхности. Она была нужна только как индикатор. Готово, теперь хамон выглядит чистым. Оставляем его дозревать оставшиеся 65 дней. Итак, давайте посмотрим на хамон спустя целый год приготовления. Смесь оливкового масла и смальца дали отличную защитную корку для мяса. И наконец-то пришло время для финальной проверки готовности. Для этого нам и понадобится последний пакет с рынка, внутри которого находится огромная говяжья кость. Из нее мы сделаем специальную иглу для проверки аромата хамона. Для этого перемещаем ее в мастерскую и плотно фиксируем в тисках. С помощью бор-машинки пропиливаем кость, вырезая форму иглы. И достаем нужный кусок. Немного заточим иглу болгаркой. Теперь у меня в руках Каладера, специальная игла для проверки аромата хамона. Пора ей воспользоваться. Втыкаем ее в хамон. И проверяем. Да, действительно, аромат хамона очень насыщенный, прямо как в магазинном. Я думаю, все готово. Можно снимать его с веревки. И сделаем финальное взвешивание, чтобы понять, сколько килограмм потерял хамон за 11 месяцев на чердаке. Практически минус 2 килограмма. Для того, чтобы протестировать вкус нашего самодельного хамона, устанавливаем его в специальную подставку. И зажимаем с помощью винта. Необычно осознавать, что приготовление началось целый год назад, и только сейчас хамон наконец-то готов. Давайте же его нарежем. Отступаем 2 пальца от сустава и делаем надрез под 45 градусов. Далее снимаем слой жира, чтобы добраться до мяса. Наша задача срезать желтый жир хотя бы с половины ноги, так как он дает горький вкус. Готово. Вот теперь с помощью длинного ножа нарезаем хамон как можно тоньше. И выкладываем на тарелку. У нашего домашнего хамона мясо средней плотности, красивого розового цвета и с прожилками жира. Все как подобает настоящему хамону. Продолжаем нарезку.
мы заполнили тарелку хамоном. Давайте же его попробуем в чистом виде. Обалдеть, я не могу поверить, что домашний хамон обладает точно таким же вкусом, как и магазинный. Значит, приготовление хамона дома все же возможно. Мой любимый способ употребления хамона в виде бутерброда со сливочным сыром. Это идеальное сочетание. Я думаю, вам не терпится узнать финальную себестоимость домашнего хамона и понять, есть ли смысл вообще его делать. Итак, работа кондиционера обошлась нам дороже всего – $380. За это же время увлажнитель воздуха потратил всего лишь $20. Итого, финальная стоимость нашего самодельного хамона составила $560. Для сравнения, хамон такого же веса и время выдержки в магазине стоил бы всего $350. Поэтому делать хамон дома – это не то, что невыгодное, а убыточное занятие. Всем пока!